Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Костем Бондаренко. Он на связи прямо сейчас. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. Константин Петрович, очень много новостей, есть что обсудить. Начнем, пожалуй, с переговоров, которые с российской стороной будут, по состоянию на момент, когда мы с вами говорим, да, с украинской уже прошли. Там Умеров, Игнатов прописались в Майами. Да и Трамп как-то на фоне выброшенных пленок Эпштейна, этих кадров, говорит, я еду во Флориду, и там тоже по российско-украинским вопросам. Короче, уже на 2 штата как бы растянулись и размазались эти переговоры, и сопровождается это все, приправлено это все, такими авторшоками, да, кругами на воде после заброшенных камешков Путина на прямой линии, о том, что нас ждет и, в принципе, о чем может быть компромисс и может ли он быть в принципе. И, конечно, реакциями Зеленского. Да? Я имею в виду, прежде всего, самое главное, это вопрос выборов. Арахамия был такой, не знаю, собрание очередное, панель, как модно сейчас говорить, написано «Украина будущего», «Украина майбутнього». И там он держал слово, рассуждал, там, мы этого коснемся немножко позже, Ермака, министра энергетики, пленок и так далее, потому что, это тоже очень интересно. Говорит, где найти такого дурака за 57 тысяч гривен пожизненным финмониторингом и, в общем-то, еще и в придачу расследования, да, вот поэтому ищем. И на этом выступлении он сказал, казалось бы, очевидную, сакраментальную фразу. Значит, пока есть американцы, есть шанс на мирное соглашение. Мирное соглашение не будет хорошим, но оно есть вариант с ним, в общем, с американцами. Если американцев не станет, тогда будут все решать военными вопросами. У меня прямой вопрос и сразу. Да? Судя по всему, как тонким слоем намазывают дипломатию на все происходящее, судя по всему, к этому идет. Все будет решаться военным путем. Что думаете? Это один из вариантов. И Арахами озвучил угрозу, которая существует в нынешней ситуации. Да, это угроза для украинского общества, но это желаемый вариант для Зеленского и его европейских партнеров. Европейские партнеры хлопают Зеленского по плечу и говорят о том, что война должна длиться еще минимум год. Давайте, воюйте, давайте, соберитесь, вы сможете, вот мы уверены. Потеряете вы еще там часть территории, но это ничего по сравнению с тем, что ждет вас в дальнейшем. Я не шучу, кстати, я не утрирую, но дело в том, что мне европейские дипломаты еще несколько месяцев назад, действующие европейские дипломаты, не особо, скажем так, выбирая выражения, они говорили, что, вы знаете, если Украина повоюет еще годик-полтора, после этого Россия неизбежно вступит в состояние войны с Европой, она будет разбита, и Украина получит и обратно и Крым, и Донбасс, и еще кусок там Ставрополья вам дадим, там, и так далее, Ростовскую область, все отдадим вам, значит, это только повоюйте. Вот это их условия, которые они официально не озвучивают, но неформально они продвигают именно эту версию. Что касается мирных договоренностей, нельзя сказать, что Трамп хочет мира только из-за того, что ему так нравится Украина. Нельзя сказать, что Трамп большой украинофил, и он просыпается со словами «что ты сделал для Украины сегодня». Для Трампа очень важно наладить экономические отношения с Россией. Его интересует Арктика, совместное освоение Арктики, его интересуют логистические пути, энергетические программы и прочее. Но как раз фактор Украины, фактор незавершенной войны не дает возможности для формального снятия санкций с Россией. А как же, не сняв санкции, не получив фактически возможность для снятия санкций, развивать отношения с Россией? Тем более, что республиканцы в Конгрессе, которые якобы поддерживают Трампа и так далее, они не поддерживают во многом, многие из них колеблются, и они не поддерживают линию на сближение с Россией. Им необходим аргумент. Именно от них будет зависеть во многом то, как будут развиваться отношения дальше между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Поэтому украинский вопрос хотят решить любым путем, не мытьем, так катанием, но все-таки решить Соединенные Штаты. Если они выходят из этого, то да, конечно, тогда остаются европейские ястребы, остаются
Зеленский, Мерц, Стармер и Макрон. Понятное дело, что ненадолго. В 2026 году, скорее всего, все они уйдут в небытие. Вот, по разным причинам. Вот, но при этом за это время не один десяток тысяч людей в Украине погибнут еще в войне. Константин Петрович, но все-таки о чем тогда переговоры? Ну, вот... Переговоры на сегодняшний день, они ведутся именно при посредничестве Соединенных Штатов в том, чтобы убедить Украину пойти на уступки России и подписать соответствующее соглашение. Украина не идет на эти уступки, говорит, территориально мы не готовы уступать. Ладно, НАТО, черт с вами, в НАТО мы не уступаем, отказываемся от вступления. Вот. Но нам нужны гарантии, которые были бы ничем не хуже гарантий, которые дает 5-я статья устава НАТО, при этом, чтобы не было как с Будапештским меморандумом, когда нам дали гарантии, но потом их не ратифицировали и сказали, что да, это же просто пустая бумажка. Вот, наш нератифицированный. Поэтому нам необходима такая бумажка, чтобы не один швондер, как говорится. Вот, извините, что цитирую опального писателя запрещенного. Памятник пока не снесли, только решение приняли. Уже приняли решение. Уже приняли решение. Так в данной ситуации как раз Украина требует того, что Соединенные Штаты пока что не могут обеспечить. Соединенные Штаты готовы давать гарантии, но не такого уровня. Второй момент. Погодите, а почему? Вот мы постоянно ходим, топчемся вокруг этих гарантий. Вообще сейчас все превращается в определенные такие непреодолимые обстоятельства. Вы заметили? Ну, вот мы сейчас тоже поговорим. Выборы, референдум, гарантии, дальше там, ну, вот эти вот удары, да, там по энергетике, отрезанная там Одесса, то есть удары, спецоперации в морях, Каспийском, Средиземноморском даже. То есть все как-то, все вокруг кажется, что упирается во что-то, и все превращается в эти проблемы. Так, а почему США не выйдут и не скажут? Ну, они же, были же заявления, помните, и Дрискал говорил, и, ну, вот, недавно, слушайте, таких гарантий, как мы вам сейчас дадим гарантии, просто верьте нам. Но Зеленский на это не идет. Смотрите, дело в том, что Украина заявляет, даже если мы потеряем эти территории Донбасса, Крыма, мы не признаем их потерю. То есть формально формально Зеленский и его власть будут готовы заявлять постоянно, что это наша территория, и мы будем все равно рано или поздно ее возвращать. Вот. Это первый момент. Второй момент. В таких условиях, когда существует территориальный спор, живой территориальный спор, вот третья страна, давая гарантии, она сильно рискует. Очень сильно рискует быть втянутой в новые конфликты, причем на стороне одного из государств. Поэтому Соединенные Штаты очень серьезно взвешивают вот каждое слово, каждую запятую для того, чтобы не взять на себя чрезмерные обязательства. Хорошо. Если мы как бы попробуем разобраться с тем, что как бы Путин готовит Украине. Говорит, 10 миллионов у нас граждан, пожалуйста, да и в день выборов готовы не стрелять. И всех сразу представили эту картину. Выборы во время войны, но один день Россия воздержится от ударов вглубь, поэтому люди придут проголосуют, плюс каким-то образом организовывать участки на территории страны-агрессора. Это же зрада, Константин Петрович. Конечно. Но по законодательству украинского можно организовывать как раз пункты для голосования в консульствах, при консульствах. Вот. Поэтому, поскольку у нас не действует сейчас консульство, то где организовывать формальная сторона? Это формальная сторона. Просто где организовывать эти пункты? Понятное дело, что Украина не собирается организовывать какие-то пункты для голосования и организовывать само голосование на территории Российской Федерации. Даже Молдова, которая не разрывала отношения с Российской Федерацией, она отправила на последних выборах в Россию только 10 тысяч бюллетеней. И сказали, вот, кто пришел проголосовал, тот проголосовал. Все, больше не дадим бюллетеней. Кто успел, тот и съел. Да. Вот. Что касается Зеленского, он же надеется, что выборы пройдут в ГИИ, то есть в онлайн-режиме. Для зарубежных
как раз для украинцев, которые находятся за рубежом, без организации этих как раз именно участков. В России он точно не видит выборов, чтобы были выборы, проходили в России. Но при этом он хочет, чтобы прошли выборы на территории европейских государств, Соединенных Штатов Америки и так далее, чтобы каждый, кто хочет, мог проголосовать. Сразу вспоминается старый анекдот о том, что и тут мне карта пошла, значит, только вот я более чем уверен, что выборы, которые будут проходить в условиях военного положения, в условиях отсутствия политической конкуренции, в условиях, когда можно будет проводить голосование вот именно путем СМС-голосований за рубежом, вот, они дадут Зеленскому, вот, если кто-то сейчас сомневается, что у него осталось там 73%, все говорят там, что у него там меньше 10%, так я уверен, что по результатам этих именно выборов за Зеленского проголосуют 160-170% граждан Украины. Нет, ну, понятно, что столько украинцев. И в России все проголосуют. Да, все, даже Путин придет проголосовать. И Путин Дию скачает, и установит, и проголосует. Но если серьезно, вот все-таки сейчас достаточно сложная ситуация для Зеленского. И вы так, очень прямо, да, как бы без окивоков, четко, в лоб говорите о целях Европы. Ну вот съездил в Европу Зеленский, да, ну вот побывал в Польше. Визит так себе, откровенно говоря, с намеками о неблагодарных украинцах, плюс еще такие жесты. То есть мы от этого отвыкли. У нас как бы простая, как двери, дипломатия, как, я не знаю, как обух топора, вот это вот все. Там поехал, вот тоже пример, поехал кислица в Китай, значит, приезжает в Китай, встречается с замом министра иностранных дел, он тоже зам, встречается с замом, но перед этим, конечно же, заехал в США к послу США. Что, о чем, почему, ни о чем. Просто вытащили формально вот эту фразу, да, которую типа Китай, в общем, суверенитет и территориальную целостность поддерживает, там, согласно статутов ООН. Короче, то есть ни о чем визит, да, но тем не менее, как бы вот он съездил. И вот такая же простая дипломатия нас отучила смотреть и следить за контекстом. Навродский леща бросил по поводу неблагодарности. Навродский книжку подарил про волынское преступление. А тот, как бы, в общем, немножко сконфузившись, в общем, принял подарок, понимаете? Но на дипломатическом языке, встреча прошла очень и очень натянуто. Но Зеленский туда поехал, поджав хвост. Хотя по всем нормам и протоколам Навродский должен ездить к соседям. Он как избранный президент, он вступил в должность, и как новый президент объезжает соседей. Такие правила. Получается, что, знаете, вот это вот, если бы все так было просто, Европа говорит, так, давайте повоюйте годик. Кстати, об этом Путин говорил до выборов в Конгресс, да? В общем, повоюйте годик, а потом сейчас мы сцепимся и разбалим Россию, и вам все отдадим. У поляков свой интерес, например. Хотя они вроде как не среди венгров, которые там, в общем, со словаками, да, с чехами оказались против репараций и вот этих репарационных кредитов. Европа слишком неоднородна для таких простых, скажем так, целеуказаний. Не находите? Европа будет и далее все более и более неоднородной. Она отдаляется от единого принципа, от единой политики. Вот. И то, что произошло на днях вокруг репарационных кредитов, а также вокруг возможного изъятия российских средств с депозитариев европейских, это серьезнейшее поражение не только самой Урсулы фон дер Ляйен, но и европейской бюрократии в целом. Соответственно, в данной ситуации, понятное дело, что сейчас договариваться об отношениях с европейскими государствами необходимо не только в Брюсселе,
но необходимо и в каждом конкретном государстве отдельно. Между Польшей и Украиной сегодня все больше и больше противоречий. И это мы видим на протяжении последних 2 лет. Навроцкий – это представитель той части консервативного населения Польши, консервативных граждан, с которыми необходимо выстраивать абсолютно иную систему, не с кавалерийского наскока и не с традиционной позиции Зеленского «вы все нам должны». Мы вас все защищаем, вы все нам должны. С Навроцким необходимо выстраивать совершенно иную систему. Это политик нового типа для Польши. Это абсолютно новый политик, который не совсем вкладывается в рамки системы. Но посмотрим, чем закончится этот визит. Мне кажется, что пока что Зеленский в дипломатическом плане попал в молоко на польском направлении. Относительно Китая. Кислица поехал в Китай. Кстати, непонятна его миссия, потому что реально у Китая нет сегодня серьезных интересов в Украине. Чем может заинтересовать Украина Китай, непонятно. Торговые пути, основные торговые пути Китая проходят мимо Украины. Сырье, украинская сырьевая база уже продана и британцам, и американцам. Вот. Какие-то другие объекты, что может предложить Украина Китаю, непонятно. Такое впечатление, что это такая себе попытка наладить снова отношения с Китаем, скажем так, с прицелом на будущее, что когда-то это даст плоды, а сейчас вот попытаться показать, что мы не враги. Вот. Мне вспоминается почти анекдотическая история. В 2010 году Ялтинская европейская стратегия Пинчука проходила, и там с легкой руки Владимира Павловича Горбулина завязалась тема, что Украине необходимы гарантии территориальной целостности, и гарантом территориальной целостности может стать Китай. Начали говорить об этом. И потом, после Владимира Павловича, каждый второй выступающий говорил, вот Китай действительно, если бы он дал нам гарантии территориальной целостности, присутствующий там посол Китая, он вышел подытоживать и сказал, нам очень приятно слышать то, что вы говорите. В плане гарантии территориальной целостности я могу гарантировать от имени Китая, что у Китайской Народной Республики нет никаких территориальных претензий к Украине. Ну да. Еще тогда, я помню, были шутки. Примерно в это же время на украинско-китайской границе все спокойно. Вот такие тоже ходили моменты. Константин Петрович, тогда, если мы попробуем оценить, да, масштаб вот этого, ну, достаточно емкого вопроса выборов, значит, происходит страшное сейчас. Страшное. Фигурирует, говорят, Шефер на пленках, черные зарплаты, вот эти конверты, вот эта вся история, распил, и он прям на пленках, на БУ, по делу Минтича там, в общем, проходит. Ближайший соратник и друг Зеленского. С Ермаком вообще непонятно, какая ситуация. Вчера нам дали порцию новостей о том, что он вроде как вне пленок Минтича. А с одной стороны, это как бы разбивает вот это уже прилипшее к нему имя Алибаба. Ну, то есть, значит, не он Алибаба, а может он, но он там не проходит. Или Алибаба не злой в этой сказке, да, скажем так, от Набу. Но у него есть другое какое-то уголовное дело. Не кажется ли вам, что все-таки дедлайн 25 число, это Рождество по западному календарю, оно, в общем, он существует, и вот буквально 26-го мы увидим определенные новости по этой теме, потому что артподготовка сейчас идет сумасшедшая и по Ермаку, и по Шефиру. Это самый близкий круг Зеленского. Ермак – это птица большого полета. Я думаю, он будет не на пленках Минича, будет на пленках Эпштейна скорее. Так что, да, но что касается самого Ермака, знаете, почему-то, когда говорят о том, что есть компромат на Ермака, на Зеленского, на Умерова, знаете, я почему-то верю. Вот. Я даже не знаю почему. И мне кажется, что 90% граждан Украины тоже верят. 90% граждан Украины уже себе даже дофантазировали, что там может быть.
Вот, приблизительно. И вопрос того, обнародуют или не обнародуют пленки, это вопрос времени, вопрос политических договоренностей. Если действительно Зеленский договорится, мы сможем увидеть пленки. Сколько бы ни старались придворные там, эксперты говорить о том, что сами пленки Миндича это заказано в России, что это все российская разработка и прочая российская технология, но почему-то в это граждане Украины не верят в большинстве своем. Мы исходим изначально почему-то из это как раз принципа, что принципа заведомо коррупционных действий власти, примат коррупционных действий. Вот. Что касается Шефира, я думаю, что так вот нам будут порционно кормить нас некоторыми скандальными фактами и скандальными фамилиями, не менее скандальными фамилиями. Постепенно круг будет суживаться. Когда-то Юрий Витальевич Луценко с трибуны Верховной Рады говорил, набои падают ближче и ближче. Ну, вы знаете, как бы патроны или снаряды, которые падают все ближе и ближе, они же рано или поздно прилетят, собственно, в цель. И тут возникает главный вопрос. Если условно Путин это выставляет как ультиматум голосования в Украине, ну или как не то, что ультиматум, а условия признания выборов в Украине, то тогда, простите, ну это все как бы ни о чем, этот весь разговор. Смотрите, Путин выставляет это требование, учитывая то, что Зеленский нелегитимен с его точки зрения, что Зеленский снова может стать президентом, то, что я говорил. Вот, и, соответственно, он просто дает понять, что с Зеленским он не будет садиться за стол переговоров ни при каких обстоятельствах. Но это не значит, что, например, где-то в январе месяце, ко дню рождения Владимира Александровича, его не уволят с должности президента. Не конституционным путем, путем переворота, путем других действий. История знала немало подобного рода действий. Почему-то мы все сосредоточились только на конституционных процессах, конституционной форме. Что вот есть Конституция, все политики будут придерживаться исключительно только Конституции. И даже американцы будут говорить, это ваша Конституция, но тут мы должны уважать вот эту статью и вот эту статью должны принять во внимание. Да никто не будет это обращать внимание, тем более, если Зеленский похоронил Конституцию. Именно поэтому я думаю, что может наступить время, когда тупик, который зашел в переговорах, может привести к пониманию, что главная проблема в этом тупике – это Зеленский, и эту проблему необходимо решать кардинально, радикально, без оглядки на закон, Конституцию и прочее. И тогда переговорный процесс может быть сосредоточен в руках Верховной Рады Украины. Верховная Рада, несмотря на то, что она срок действия Верховной Рады уже истек, она, согласно Конституции, именно как раз согласно Конституции, имеет право продлить свои полномочия, в отличие от президента, на время действия военного положения. И именно поэтому Верховная Рада может сформировать переговорную группу, которая будет вести переговоры и с Соединенными Штатами, и с Российской Федерацией. Ну, это объясняет нам в очередной раз позицию Арахамии, да, которую Да, Арахамия один из кандидатов на то, чтобы возглавить Верховную Раду в такой ситуации. Помните, в 2014 году многие говорили, вот сейчас власть перейдет к Рыбаку. Рыбак был спикером Верховной Рады. Да нет, в Верховной Раде просто прошел свой еще переворот. Собрались, новое большинство, свергли Рыбака, поставили Турчинова, и власть перешла в руки к Турчинову, который до этого был никем и так далее. Один из представителей Майдана. А что касается нынешней ситуации, я не исключаю, что власть перейдет, не обязательно к Арахамии, но к какому-либо лицу, которое будет менее трусливым, более последовательным, чем Стефанчук, и более самостоятельным, главное. Константин Петрович, Путин на прямой линии. Вообще интересно ваше впечатление от мероприятия самого. Что скажете? Честно, вы знаете, я не услышал ничего нового. Именно то, что не говорилось бы ранее. Еще раз акцентировались моменты на определенных направлениях. Но сказать, что было что-то прорывное, кардинальное и что-то такое, что было бы революционным, я бы не сказал это. Просто подытожили, что называется.
Просто, ну как новая, можно там... Вообще, конечно, очень противоречивая история, как в принципе и вообще сейчас, да, есть линия российская, направленная, вот военная линия, как верховный главнокомандующий Путин ее вел, и достаточно таким жирным, как бы надавливая карандашом, да, вот не буду говорить красным, не красным эту линию, но он ее вел, о том, что смотрите и Лиман, и Гуляй-Поле, и, в общем, ну, как бы по фронту рассказал новости, и говорит, что будут еще новости до конца года, и, в общем, тему воды подняли тоже, о том, что нужно заходить, брать Славянск и заходить за Славянск, и там, в общем, собственно, тогда будет Донбасс с водой. И это все такие достаточно, ну, скажем, воинственные речи. Но параллельно с этим тот же самый Путин говорит, что мы готовы к компромиссу, мы готовы, мы почти вот согласились на условия Трампа с духом Анкориджа. И получается тут с одной стороны вроде как есть вот эта вот жесткая военная линия, с другой стороны есть постоянные разговоры о мире, о каком-то, ну даже вот эти пробросы, да, исключительно как элемент шоу. У нас смеялись все над вот этими в Украине. Ну, это традиционно, когда линия у Путина, все берут вот эти вопросы, которые там появляются на экране, да, и вот это. Причем самое интересное, там же было всем над чем посмеяться, ну вот откровенно. Потому что одно дело там папуасы, другое дело там какие-то проблемы россиян, да, которые транслировали украинские паблики, украинские источники. Но там есть и вопросы, например, из Днепропетровска, там, темы Киевской области, там, вопрос по поводу ТЦК, по поводу там, ну, такие какие-то вещи, да. Но вот даже в таких элементах Путин говорит, ой, сколько можно про Украину читает на экране, да, действительно, пора заканчивать. То есть все равно идет какое-то вот ожидание, что все близится к какому-то завершению, к какому-то финалу. Сегодня Reuters выдает на гора материал, абсолютно тоже с вами соглашусь, ничего нового. Об этом постоянно все говорят, что Путин хочет захватить всю Украину. Разведка США об этом узнала, представляете? Как вам кажется, вот Путин настроен воевать так же, как условно Европа, которая наускивает Украину, то есть воевать до военного решения, или есть остановка какая-то промежуточная, где можно выйти с этого поезда войны? Путин уже неоднократно показывал, что у него есть и планы, не только план А, есть план Б, план С и так далее. То есть, когда сейчас мы обсуждаем варианты, связанные с тем, что украинские войска уходят с территории Донбасса, а Россия соглашается на проведение определенной демаркационной линии по линии боестолкновения в Херсонской и Запорожской областях, это практически следствие того компромисса, к которому пришли в Анкоридже. Это анкориджская формула. Но если она не сработает, вот, мы уже говорили о том, что Соединенные Штаты могут выйти из этого процесса, тогда и Россия скажет, что тогда Анкоридж перечеркнут. Мы ничего никому не обещали в Анкоридже. И тогда возникает несколько моментов. Первый момент, о котором Путин уже говорил вчера, вот, о том, что и Запорожье, и Херсон могут быть тоже как бы элементом претензий со стороны России. И об этом он говорил, кстати, еще раньше, например, в июне, вот, когда общался с дипломатами. Второй момент. Незадолго перед этим Путин говорил о возможности, намекал на возможность претензий относительно Николаевской и Одесской областей. Вот. Так что все это является тоже возможными планами на дальнейшее. Если Украина не соглашается с тем планом, который был разработан в Анкоридже, не соглашается, и Соединенные Штаты заявляют, что все, мы здесь бессильны, Путин тоже не будет рассматривать всерьез именно эти предложения, которые он считает компромиссными. Он будет идти дальше и будет развивать наступление, тем более, что сами военные говорят о том, что российская сторона не использует большое количество того оружия и тех технологий, которые существуют в ее арсенале. Вот, и пока что, слава богу, что не использовали. Вот, потому что это может обернуться очень серьезными, очень-очень вот, значительно большими потерями для Украины. Константин Петрович, сейчас отрезание от Дуная
происходит. Причем удары по Одессе регулярно и прям вот прям утром, ночью, вечером, днем, вот это все. Удары по портовой инфраструктуре, удары по мосту, там населенный пункт Маяк, да, на маяках, да, вот это, как бы, эта дорога. Пункты пропуска не работают. Свириденко говорит, сейчас будем объезд какой-то на другие пункты пропуска готовить. С молдавской стороной сотрудничают по этому поводу, как сделать так, чтобы условно избежать вот этой зоны поражения. А эксперты пишут о том, что хлеба может не хватать, потому что свет отключается по всей стране. Плюс, ну, давайте так, бензин, а генераторы, понятно, да, работают там на топливе. Это топливо там чуть ли на 60% идет по этому узкому горлышку из-за границы. Насколько вот эта ситуация с ударами по Одессе вызвана, ну, скажем так, дерзкими украинскими ударами по кораблям, операциями в Каспийском море, Средиземном море? Напрямую. Это как бы взаимосвязанные вещи. Вот, я так считаю. Это первое. Второй момент. Да, действительно, в Украину сейчас большинство товаров и техника военная идут все-таки не через территорию там, Польши, где постоянно возникают какие-то проблемы на границе, не через территорию Словакии или Венгрии, а идут через Румынию. Вот. И в первую очередь именно через Бессарабию. Вот, поэтому удар по этим инфраструктурным объектам вот, это в первую очередь для того, чтобы приостановить поток грузов из Румынии. Это главный момент. Что касается границы с Молдовой, наши пограничники, они с начала войны решили, что теперь через территорию Приднестровской республики нельзя ездить украинским гражданам, небезопасно. Поэтому оставили два пункта. Первый – это как раз Паланка. Вот, это со стороны Одессы можно было заехать на территорию Молдовы. Второй – это Могилев-Подольский, вот, с севера. Теперь, очевидно, останется только один въезд. Либо же придется снова же размораживать как-то отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. Которая, кстати, Приднестровская Молдавская Республика на протяжении всей войны, стоит признать, вела себя достаточно корректно. Полностью корректно относительно Украины. Смотрите, вот эти все удары, они сопровождаются достаточно тяжелыми перспективами вообще для региона в целом. Потому что, понятно, порты, но и гражданские, люди просто какое-то сумасшедшее количество времени проводят без света, да. То есть там некоторые 34 часа, да, некоторые больше. Это касается не только там Одессы, Николаева, которые после обстрелов тоже сегодня без света. Это вот юга, там Днепр, юг. Насколько вот сейчас это как бы приведет к удорожанию вообще ведения войны? И насколько все-таки готовы хоть как-то отремонтировать все то, что повредили обстрелы? Война ведет действительно постоянно, каждый год, Новый год войны ведет к удорожанию войны. Действительно разрушается инфраструктура, удорожаются энергоносители, удорожаются другие факторы. И, соответственно, единственное, что в ходе войны, это только человеческая жизнь все больше девальвируется, к сожалению. Вот. Что касается Украины, она ищет сейчас средства, вот, и никак не может найти средства на продолжение войны. Европейцы ей только обещают. Вот. Более того, деньги, которые сейчас будут выделены, они не покрывают всех потребностей Украины. Искать ресурсы внутренние невозможно уже.
и так выжили все, что могли. И введение новых налогов, которые сейчас предлагаются Кабинетом министров, это не решает вопрос, наоборот, это еще добивает украинскую экономику, украинский бизнес. Сейчас бизнесмен, вот один мой знакомый, я неоднократно его цитировал, один знакомый киевский бизнесмен, он сказал мне, в прошлом киевский бизнесмен, он сказал, когда меня обложили налогами, да еще и начали приходить с проверками и штрафами, вот на голом месте, вот буквально за каждую мелочь, я понял, что бизнеса здесь уже невозможно, бизнес здесь делать невозможно. Вот я продал свой бизнес, взял деньги, купил себе, он прямо говорит, купил себе выезд за рубеж, вот, и выехал, и буду делать бизнес в другом государстве. Вот, в данной ситуации в Венгрии. Вот, поэтому я думаю, что такую позицию сейчас будут занимать и другие, многие представители бизнеса. Сегодня Буданов сделал интересное заявление, но оно сегодня разошлось. Говорит о том, что мы переоцениваем роль России в проблемах мобилизационных. Это, Да. к слову, вот эти ИПСО, вот это Россия, Луганск фильм, вот это все. Мгм. Буданов говорит, мы провалили сами все, что можно, изначально, наглухо проиграли. Одни, конечно, видят за этим, ну как это, трезвость мысли Буданова, то есть то, что все говорят, но если сказал Буданов, то это как бы прозвучало, это репутационное заявление. Однако, Извините, пожалуйста, а Коваленко из Центра противодействия дезинформации уже написал заявление на Буданова в СБУ? но я вот все-таки, если попытаться разобраться, почему это происходит, именно происходит сейчас, это катастрофические проблемы с резервами. Это, ну прям, это серьезная большая беда. СЗЧ уже засекретили, уже не знаем, сколько СЗЧ, наверное, чтобы народ не пугать, сколько людей плюнули, сняли военную форму и пошли себе по тылам как-то искать подножный корм и заниматься, ну, жизнью, да, домой вернулись к семьям и ждут определенной там новой стычки с ТЦКшниками. Потом собираются кучками, кучкуются, имеют при себе кто гранату, кто нож, кто пистолет, и если там, грубо говоря, дошло до принудительного возвращения тебя из СЗЧ, ну, они это дело применяют. Понимаете, все видят за вот этим заявлением жесткое признание реальности, даже политические подтексты просчитывают, мол, смотрите, Буданов, фигура какая. Но ведь это же прямой намек, ну такой очень, очень явный, что будут мобилизовывать с 25, ну, и ниже, то есть с 18, туда будет устремлена мобилизация. Более того, отдельные там люди анализируют ситуацию, догадываются, что так, а вот эти деньги 90 миллиардов, это в том числе дали под это, чтобы снизить мобилизационный порог и еще больше нагребать вооруженные силы Украины. Что вы об этом думаете? Идея снизить мобилизационный возраст, она не является новой, ее постоянно лоббируют западные политики, многие и европейские, и некоторые американские. Вот, они выступают, вот Болтон недавно выступил, вот, по нему тюрьма плачет, как раз там он следственные действия по нему там проводят сейчас, а он там выступает, нет, надо сейчас все-таки понизить мобилизационный порог, набрать там парней от 18 лет до 25 и попустить новые резервы в мясорубку. Вот. То же самое говорили некоторые европейские там, генералы и политики. Зеленский чудесно понимает, что именно этот момент, а Зеленский умеет все-таки читать социологию, реальную социологию, которую не публикуют, что этот момент может стать тем элементом, который вызовет взрыв общественного негодования. Вот. Знаете, можно сколько угодно быть безумным Робеспьером, значит, но надо всегда помнить, что Робеспьера тоже тянули на гильотину. Под улюлюканье, аплодисменты, овации. Зеленский любит овации, но не такие. Ну, то есть вы считаете, что до этого не дойдет?
Э, Ему могут выкрутить руки, сказать, поставить в такую ситуацию, что наша дальнейшая поддержка зависит от твоего следующего шага. Он может пойти на этот самоубийственный шаг. Тем более, я уже несколько раз тоже об этом говорил, что Зеленский – это человек, для которого очень важно мнение о нем не собственных граждан, а западного истеблишмента. Ему очень важно, чтобы ему жал руку Макрон, чтобы его хлопал по плечу Старбер, чтобы его обнимал Мерц и так далее. То есть вот это для него очень важно, это признание определенное. А то, что собственные граждане там гибнут вот, сотнями тысяч, это пустяки. Вот. Но, опять же, повторюсь, Зеленский тоже иногда срабатывает инстинкт самосохранения. Сработает ли он сейчас, я не знаю. Не, вообще судьба Зеленского незавидна, я сразу скажу. Но когда это случится, никто не знает. Он не хочет ускорить, скажем так, естественный процесс. Так а кто вместо Зеленского? Вот опять-таки в этих всех вопросах, ну, которые Я всегда постоянно... говорю, что если в марте 45 года или там в апреле 45 года немца спросили бы, рядового немца, там, или даже там немца 7 пядей во лбу, спросили бы, а кто вместо Гитлера? Вот. Если там начали бы там, ну вот есть гросс-адмирал Гёнис, вот есть еще пока еще не впавший в опалу Гиммлер и так далее, там тогда думали, вот кто же может быть. Вот. А потом вдруг пришли американцы, вот, нашли старого-старого бургомистра Кёльна, вот, Конрада Аденауэра, которого в 1933 году вот, отправили на пенсию по возрасту. Он уже достиг предельного возраста. Он уже был пенсионером. Отряхнули из нафталина, поставили во главе новой Федеративной Республики Германии. И он еще там более 10 лет возглавлял Германию, даже там дал новый заряд для развития, для немецкого экономического чуда и так далее. Ну, понятно, не сам, при помощи Эрхарда и прочих там. Вот. Но в целом вот, кто мог в 1945 году вспомнить про бывшего бургомистра Кёльна, там, я даже не знаю, с кем это можно сравнить. Ну, вспомни, что, например, вот был такой вот, господин Лукьянченко, мэр Донецка. Кто-то помнит сейчас? Вот. Ну, не, конечно же, многие помнят. Я вот помню многие, потому что достойный человек все-таки. Но имеется в виду, что это приблизительно та же аналогия. Вам не кажется, что сейчас какую-то странную игру играет Коломойский? И это очень ложится в контекст вопроса незавидного будущего Зеленского. Он сменил шлемы, перестегнул их, сменил обувь и говорит сейчас другие вещи. Выборы, мол, плохо, добьют, вот это. Хотя совсем недавно говорил, что там скоро Зеленского не будет. Что происходит, как вам кажется, за дверьми камеры номер 13 СИЗО, где размещен Коломойский? Знаете, на самом деле вот, Коломойский играет в очень такую садистскую игру. Вот, знаете, малолетние садисты, они там цепляют мясо на нитку, дают коту проглотить, а потом дергают за эту нитку. Ну, вот, то ослабляя ее, то натягивая. Вот так приблизительно и Коломойский забросил это мясо Зеленскому. И сегодня он говорит, например, о покушении на Миндича, заставляя Зеленского нервничать и выдавая очень, кстати, интересные данные, между прочим, абсолютно реальные, как говорят мне, что там, причем он еще не всю правду сказал, правда будет очень интересно, когда они заговорят. Так вот, говорит про Миндича. Так давайте заговорим сейчас. Нет, давайте не будем. Вот, поэтому, вот, что касается этого, он дает, значит, сначала заставляет Зеленского нервничать, а потом вдруг говорит, да нет, вы знаете, не надо никаких выборов и прочее. Я более чем уверен, что через неделю он скажет еще какую-то интересную информацию, раскроет интересную информацию, которая снова заставит нервничать Зеленского. И потом снова как бы. Это, вот такие вот колебания, они характерны для Игоря Валерьевича. Они очень характерны. Мне один из бывших партнеров Игоря Валерьевича когда-то рассказывал, говорит, что про одну ситуацию, которая была там, и когда Коломойский тоже что-то сделал, какое-то заявление, сказал, вот через 2 дня я скажу вам всю правду. Через 2 дня он сказал там какую-то абсолютную чепуху, ну вот, ничего не значащую. А когда этот партнер его спросил, зачем ты это делал вообще, он говорит, ну ты же нервничал. Так, Это в стиле Игоря Валерьевича. смотрите, стиль понятно, но
ну, вы как человек, который там, ну, это бестселлер, книга об украинской политике «Джокер», которая там дополняется, переиздается, поэтому на телеграм-канале Костя Бондаренко милости просим. Все как бы есть, все доступно, можно в разных странах, в разных формах, бумажном, Кстати, вот небумажном. в ближайшее время как раз на венгерском языке выходит. Вот, понимаете, то есть там, поэтому еще и разные языки, поэтому, друзья, в общем, отправляйтесь туда. Вы же суть-то вопроса поняли, стиль стилем, но о чем говорят нам вот эти метания Коломойского в контексте того, что будет дальше с Зеленским? Нет, что будет дальше с Зеленским, решает не Коломойский. Коломойский в данной ситуации просто пытается поймать волну и пытается сыграть в свою игру. Вот. Он пытается привлечь к себе внимание, не к Зеленскому. Посредством использования информации Зеленском, скорее. А что будет с Коломойским, будут решать в других кабинетах, что будет с Зеленским, будут решать в других кабинетах, в других странах, по другую сторону океана. Британская охрана, которая сегодня существует у Зеленского, его вряд ли сможет эффективно защитить. Ну, так вы видите, Зеленский в последнее время вообще бог весть где, но не в стране. Правильно? Именно так. Вот именно поэтому, по этой причине. Вы думаете, что Зеленскому хочется так встречаться, что это государственная необходимость, что это дела большой важности, его встреча, там, например, с Навродским или с Папой Римским? Ну, понимаете, с одной стороны, это звучало как, ну, какой-то, скажем так, домыслы какие-то, но этого все больше стало, и, в общем, это немножко начало проявляться, что в Украине ему небезопасно находиться, хотя, видите, как там Путин говорил о Купянской Стелле, да, что он талантливый артист, причем без шуток, но я так понимаю, что неделька прошла, да, и вот этот туман этой Стеллы, он развеялся и полностью еще большим бумерангом ударил по репутации Зеленского. Знаете, вот во вторник мне звонил один из сотрудников, нынешних сотрудников Офиса Президента, и, наверное, минут 15 убеждал меня, что на самом деле Зеленский был в Купинске. Вот точно, вот 200%, что он там был. Он только приехал, там было 1,5 минуты, он просто буквально сфотографировался, его забрали оттуда. Вот. Так что, но что-то не верится, знаете, все равно. Константин Петрович, если мы все-таки движемся, не топчемся на месте, даже если топчемся на месте по поводу вот этих пунктов, переговоров, наверняка будут новости, и они будут отличаться от новостей и сообщений о переговорах Уиткофа с украинской стороной, да, я имею в виду новости о переговорах Уиткофа и Дмитриева. Это тоже очень примечательно, причем Дмитриев пишет о том, что смотрите, у меня там был пост или там прошлый раз, короче, свет пробивается сквозь грозовые тучи, то есть Дмитриев летит туда уже не просто, скажем так, санкции отбить, помните, как в прошлый раз, или какие-то там контакты возыметь, или подарить Анне Паулине Луне шоколадки с цитатами Путина. Там, видимо, что-то будет серьезное решаться уже конкретно на этой встрече. И видите, как российскую сторону особо не теребят. Заметили? То есть, если там Украину так крутят по нескольку раундов, причем по нескольку недель, то Россия, видимо, есть уже что предложить России. Так вот, если мы вот посмотрим на движение по этим пунктам, ну, простите, пожалуйста, а какие тогда штрафы поднимают за нарушение языкового законодательства в Украине? К чему тогда Анну Ахматову сносить? Ладно, Булгакова этого, ну, честное слово, смотрите, можно... Я даже подозреваю, что большинство этих людей не открывали никогда ничего из Булгакова. А вот это вот то, что его там творчество, помнят по каким-то мемчикам, обрывчикам, переозвученным или озвученным в оригинале, ну, там, легендарных фильмов, да, там, «Мастер и Маргарита» плюс-минус современный, там, россияне сняли с Басилашвили, Воландом, плюс, например, вот это «Собачье сердце», которое там, «Шарики и швондеры» вами, ну, просто как визуально, может, что-то помнят, даже если не... Ну, зачем так ломать копья, да, и сносить целый памятник, и гробить музей? Ну, получается, что
движение декларируется абсолютно в обратном направлении, чем прописано по переговорной линии. Вот вы вспомнили про экранизации произведений Булгакова. Владимир Бортко, который как раз экранизировал и «Мастера и Маргариту», и «Собачье сердце», он же вырос в семье Александра Евдокимовича Корнейчука. Не только классика украинской литературы, но и в прошлом министра иностранных дел УССР. То есть человека, который, в принципе, был одной из основополагающих фигур в украинском истеблишменте в послевоенное время. Поэтому он не чужд, конечно же, украинской тематики, Украине, точно так же, как не чужд Булгаков. Но у нас сознательно вычеркивают целые пласты украинской истории из сознания. Вот это как бы запрещенная история. Мы возвращаемся практически в 80-е, в 70-е, в 60-е годы, когда пласты истории, советской истории отправлялись в спецхран. То же самое происходит и сейчас. Ну ладно, Булгакова объявили шовинистом, потому что не нравится там Белая гвардия, Дмитрий Бабиных, все это не нравится многим. Неправильно гетмана Скоропадского показали. Угу. Вот. Понятное дело, под этим же соусом и Паустовского у нас изъяли из украинской литературы, украинской истории и так далее. Вот. Что касается Анны Ахматовой, ну тут я не знаю, здесь уже, наверное, просто средневековое аутодафе, просто-напросто, знаете, тогда же ведьм сжигали, но как Гумилев писал про Анну Ахматову, из города Киева, из логова Змеева взял неженную колдунью, да значит, он, наверное, таким образом с Анной Ахматовой расправляются. Ну, это, конечно же, шутка. Вот, но в целом это охота на ведьм. Это хунвейбинство в чистом виде. Это действительно вот движение по аналогии с китайскими хунвейбинами 60-х годов. Вот, когда вот культурная революция проходила вот под знаком того, что необходимо отказаться от целого ряда моментов в истории, в культуре, в литературе, объявить их несоответствующими революционным идеям. Вот приблизительно та же ситуация. Полностью отмежеваться от России. Полностью. Сегодня я уже считаю, что давайте Гоголя снесем. Вот. Ну, пока что не полностью, давайте снесем Гоголя на Андреевском извозе, там, потому что не нравится. А вот тот Гоголь, который на Русановке стоит, вот пусть остается пока. Вот. А почему на Русановке можно? Ну, потому что там как бы более высокохудожественный, чем на... так, но все равно давайте начинать уже и Гоголя валить. Вот. Дальше потом будет Шевченко, петербургский живописец и поэт. Дальше Грушевский, вот, академик Академии наук СССР, вот, и один из основоположников марксистской истории, марксистского прочтения истории Украины. Так что я думаю, что... во Львове, кстати, уже декоммунизируют улицу Винниченко, вот, потому что, ну, не тот Винниченко, все-таки надо его, значит, убрать, назвать эту улицу улицей Порубия, потому что Винниченко, несмотря на то, что он был автором 4-го универсала, да, в принципе, всех 4 универсалов Центральной Рады, он же потом с коммунистами пытался якшаться. Вот, давайте его тоже, значит. Вот. То есть это все идет уже, приходит к какому-то маразму, полному маразму. Так этот маразм даже не останавливается на фоне Нет, он остановится. четких... Рано или поздно он остановится. Знаете, в Китае вовремя остановились, и этих хунвейбинов отправили потом на перевоспитание в колхозы, вот, в села, где они там потом на фермах десятилетиями работали. Вот я думаю, то же самое ожидает и наших там мовных омбудсменов и прочих. Подождите. Вот. Будет и на улице нормальных людей праздник. Резюмируя нашу сегодняшнюю встречу, Константин Петрович, есть ли перспективы для прекращения огня на Рождество по западному образу? Вы знаете, почти как в анекдоте про блондинку на Крещатике, которую спрашивали про динозавра, который может появиться или не может появиться в это время. Вот. Она говорит, 50 на 50, либо да, либо нет. Так вот, приблизительно та же ситуация. Но понятное дело, что шансы минимальны на сегодняшний день, минимальны. Я отношусь к скептикам, я не верю в это, но в глубине души очень надеюсь на то, что все-таки мир придет на украинскую землю в самое-самое ближайшее время. Хотя где-то, опять же, умом я понимаю, что это не раньше, чем через несколько месяцев произойдет, но в душе хочется, чтобы это произошло уже вот в самые ближайшие дни,
накануне Рождества. Ну, Пусть не тем более... католического, пусть православного, но все-таки... Нет, ну тем более, что все-таки дни такие, знаете, конец года, многие люди оборачиваются, смотрят на... пишут в комментариях, конечно, катастрофический, вот просто какой-то год, который, ну не то, что вот катастрофический, ну очень тяжелый год был для многих, да, и говорят, и события вот эти, и все, ну, в общем, кошмар какой-то, да, и все, в общем, 25-й год, ну, скажем, провожают с надеждой еще большей на будущий год, что, может, в 26-м чего-то лошадка копытцем ударит и принесет. А у вас какие ощущения 25-го года? 25-го года, нет, понятное дело, что он не был однородным, не был одинаковым, были свои радости, конечно же, вот, и не только у меня, у многих людей, вот, ну, какие-то были, наверное, личные, там, приятные моменты, но в целом, если говорить про общество, если говорить про ситуацию в стране, это понятно, что это год затянувшегося пике, которое вот началось фактически в феврале с перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме, и оно продолжается до сих пор. Но Земля неумолимо приближается. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Как там, Кличко, готовимся к земле? Не, ну знаете, можно очень много, конечно же, шутить на эту тему, потому что есть еще и выражение Александра Григорьевича Лукашенко о том, что жить будем плохо, но недолго, вот, так и так далее. Но эти все циничные, понятное дело, циничные такие вот рассуждения, они не добавляют оптимизма. Все-таки будем верить в то, что 26-й год будет лучше, чем 25-й, а не так, как мы привыкли, что там, 25-й лучше, чем 26-й, 26-й лучше, чем 27-й. Все-таки будем надеяться, что этот порочный круг будет разорван. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Мы еще увидимся с Константином Петровичем до конца года, конечно же. Все проанализируем. И год. Это, собственно, просто зашли мы в 20-е числа, знаете, а 20-е числа это в конце любого года, это все равно какое-то время для того, чтобы проанализировать. Это очень хорошее время для того, чтобы не бросаться на какие-то там всплески информационные, коих сейчас будет очень много, а немножко сопоставлять, удлинить вот эту дистанцию мысли, да, то есть у нас же как, неделя прошла, ой, все, то есть, да, что было в позапрошлой неделе, уже все забыли, что было в позапрошлом месяце, уже никто не помнит, а эти числа как раз позволяют оценить масштабы происходящего в течение года, поэтому будем встречаться и будем это делать. Спасибо большое за время и мысли. До свидания. Берегите себя, всем добра и света, увидимся.